И вот прошло просто половина суток после того, как вышел материал о Старобельске, о том, что как важно разделить, трудиться, разделить месть и справедливость, и происходит этот чудовищный обстрел Киева и всей Украины, Киевской области, невиданный доселе. И что самое в этом страшное, что все-таки у организаторов этой войны получается. Друзья, это война не за территории, это война не против какой-то нации, это война, судя по всему, против человека, против человечности, чтобы внутри большого количества людей уничтожить такое явление, как человек, и я сейчас это аргументирую. Я говорю из боли, там мои родители, там мои родственники, там мои друзья, это удары наотмашь. Ясное дело, что официальная пропаганда всегда будет говорить, что это удары только по военным. Но понятное дело, что это все летит по всем подряд, по гражданской инфраструктуре в первую очередь. И здесь не будет пустого морализаторства, и четко определяю границу между пустым морализаторством и попыткой подняться на гуманитарную высоту или углубиться в гуманитарную глубину. Морализаторство – это ну что вы, давайте жить дружно, ну давайте помиримся, надо всех прощать, не будьте злыми, будьте добрыми. И вся вот эта постная похлебка. Это и есть пустое морализаторство, которого здесь не будет. А будет четкая позиция, что виновных нужно установить, виновных нужно наказать, нужно силой ответить. Но большущее возникает наше но нужно установить именно виновных. Мы подошли к черте, что у них, или уже зашли за эту черту, что у них, этих организаторов этой войны, получилось расчеловечить миллионы людей по две стороны фронта. И я сейчас это докажу двумя комментариями под одним и тем же моим видео про Старобельск. Читаю. Сперва українська сторона. Маячня в кожну халупу на болотах має завітати смерть. Маячня зірвати агресора і жертву, зрівняти агресора і жертву. Маячня розмивання вини та відповідальності агресора. Маячня перекладання відповідальності на жертву агресії. Канал цей маячня, суцільна маячня. Крик боли, отчаяния, полностью боль, понятно, разделяемая, сострадаемая. Но теперь читаю с другой стороны. Это под тем же видео. Как много мудрствований лукавых, а на самом деле Украина – это Бандера, гитлеровский, укронацистский свинорейх, и все происходящее нормально для нацистского свинорейха. По-другому быть не может. Это российская сторона под тем же видео в сторону Украины. И смотрите, что происходит. Какой механизм страшный мы наблюдаем. Страх этого момента в том, этого механизма, что человек с каждой стороны перестал различать. Для него очень важно замесить в одну общую массу врача, виновного, хулигана, ребенка, старика, учительницу, активно содействующего данной войне, пассивно наблюдающего, пассивно противодействующего этой войне, активно противодействующего этой войне. Всех полностью замесить в одну глину и бесконечно в порыве насилия мстить, мстить и мстить. Это самое страшное, друзья, что называется, утрата способности различать. Именно вот этого состояния, которое мы пронаблюдали в двух людях с двух сторон фронта, именно это состояние и добиваются власти и организаторы этой войны. Это удобная манипулятивная формула,
которая обязана привести человека к сверхобобщению. Это очень удобно для мобилизации ярости, но еще человек, если он еще хочет быть человеком, он должен услышать, что это еще и путь деградации. Коллективная вина очень удобна, потому что она снимает труд, она снимает сложность и мучение сложности. Коллективная вина. Не нужно думать, кто реально виновен. Не нужно разбирать степени ответственности. Не нужно видеть человека в том, кто принадлежит к чужой группе. Не нужно выдерживать боль и совесть одновременно. Можно просто сказать, они все такие, и на секунду становится легче. Но цена этого облегчения, друзья, потеря человеческой точности. Человеческая сила в том заключается, что виновный должен быть установлен и понести соразмерное наказание тому, что он сделал, а невиновный должен быть вычленен и не превращен в расходный материал нашей справедливой ярости. И я акцентирую, что речь идет о двух сторонах, потому что вчера этого возмездия в этой ярости требовала российская сторона после Старобельска. Перед этим этого же требовала украинская сторона после сложившегося подъезда с детьми ночью, точно так же, как в Луганской области. И это может остановить только вот этот отдельно остановившийся человек. Настоящая слабость – это не отказ от убийства гражданских. Настоящая слабость – это отказ от напряжения различать. Различать справедливость и месть. Потому что месть слепая, такая, как описано в этих двух комментариях, она превращает человека именно в того, против кого он борется. Это законченный сценарий человеческого падения. Это и есть деградация. Потому что Вторая мировая война, в первую очередь, Великая Отечественная война, она была не за территории. Потому что захваченные территории, или как освобожденные, оттуда советские войска ушли потом. Там, да, лояльные власти остались, но это другая тема. Но была война за человечность. И вспомните, суд, Нюрнбергский процесс, это был за преступление против не человечества, а человечности. И ООН, остатки этой организации, которые еще что-то там высказывают, они акцентируют внимание мировой общественности на преступлениях против человечности. То есть нечто такого против, которое характерно только человеку. И преступление против этого человечности вызывает целый мировой фокус внимания. Именно в этом контексте было сказано, что Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. И это и есть демонстрация умения различать. Зеленские приходят и уходят, а украинский народ остается. А перед Зеленским Порошенко, Турчиновы. Путины приходят и уходят, а русский народ остается. Это и есть способность выдерживать трудность и способность различать. Потому что как бы ни пытались, даже те, кто сейчас делают гигантские усилия, чтобы переписать историю, но они не могут найти достоверные факты того, что в советских концлагерях людей варили на мыло только потому, что они немцы. Были лагеря для пленных, и, наверное, с ними там не работали психологи, с массажистами, это точно. Но нет исторических данных про то, что вторая сила потеряла полностью человечность, вторая Красная Армия, и устроила машину, системную, выстроенную машину по перерабатыванию человеческого материала. Именно в этом контексте экзистенциально это была война
против чего-то нечеловеческого, а не за территории. И что происходит сейчас, то, что я наблюдаю, это мое скромное наблюдение, что война опять не за территории. Как видим, территории никаких не приобретает Россия. Но война теперь уже не за человечность, а именно обратно против человечности. Именно поэтому она глубоко фашистская, эта война. И единственный, еще тоже обращаюсь к тем, кто способен напрячься и сейчас различать, что это не на плоскости фронт между страной и страной, а фашизм сконцентрирован в подходе. Фашизм сконцентрирован не вокруг какой-то власти государства одного из них. Фашизм сконцентрирован в подходе, в методе расчеловечивания. И у них получается это, судя по этим комментариям. Но что я могу в этом бессилии, страдании и боли от того, что я наблюдаю, могу сделать, кроме того, что я могу выйти из этого? Поэтому странники, поэтому я совершаю это странствие внутрь себя. Я говорю, я не участвую в этом. Я не участвую в этой ненависти, хотя мне болит. Справедливость сохраняет человека. Месть превращает человека в того, с кем он только что боролся. И последнее. Сейчас обращение к тем, кто согласен на применение коллективной ответственности, кто согласен на групповую казнь за то, что какой-то участник этой группы совершил определенное преступление. Соглашаясь на этот подход, а или еще хуже, пропагандируя его, вы должны себе отдавать отчет, осознавать, что вы готовы платить цену за открывание этого ящика Пандоры. За то, что этот меч обоюдоострый будет резать как в эту сторону, так и в эту сторону. Вы должны быть осознанно согласны, что я говорю «да» всех там на болотах, что весь свинорейх должен быть и уничтожен, потому что он свинорейх, потому что они болота. И вот тот, кто это говорит, должен быть согласен на цену, что его однажды казнят за его принадлежность к религии определенной. Ну, вдруг начнется какая-нибудь антирелигиозная война, ну, предположим, в России почему-то становится, не знаю почему, больше мусульман, все больше и больше и больше, и вдруг эти, например, мусульмане захотят неверных изгнать. Будьте добры, вас выцепят и спросят, вы какой веры. И это будет жестокое испытание. Сохранить веру и выжить при этом. А вы вчера были согласны на коллективную ответственность. Или другие, которые за то, чтобы в кожну хату на болотах прийшла смерть, бо він русский, однажды могут спросить, а вы какой национальности? И гордо скажете украинец, а в ответ полетит, так горишь ты в аду, так сказать, отродье. А вы даже не знали, вам не сказали, что идет, например, какая-нибудь война в Европе против или за прекрасную какую-нибудь там чистоту нации. Вы оказались просто не той нацией. Что самые страшные конфликты – это геноциды, этнические чистки и всякого рода пакости, которые были в 20 веке и раньше были. И вот мой тихий голос, это послание тому, кто еще способен слышать и различать, именно ради того, чтобы все мы поняли, мы у порога стоим именно этих вещей. Еще не поздно остановиться, но остановиться не может толпа. Остановиться может только отдельно взятый человек. И сейчас я говорю я себе, все, что я могу сделать, это выйти из этих категорий и сказать, что если дремучая толпа, которая может быть частью народа или народом умопомраченным, будет уничтожать человека, я буду
с этим человеком. Именно поэтому это эволюция и трансформация действительно народного канала в странников, потому что действительный народ может совершать страшную вещь под названием, например, «Распни его, распни», а только что кричали осанна. А как, друзья, еще выдерживать боль и сложность этой эпохи, этой войны, это в отдельной выпуске. Кто хочет стать сопричастником проекта «Странники», ссылки в описании. До скорой встречи.